Всем привет! Хай! Мы на улице, потому что мы едем на дачу. Данька дома, потому что ему надо заниматься. Ничего с собой занят. Угу. В общем, едем мы уже на дачу. Хотели заехать в магазин, купить хлебушек, что-то перекусить. Вот, потому что время 11:30. Пока доедем, то готовить там уже не будем. Вот, но почему-то пятерочка, которая работала 24 часа в сутки, в данный момент не работает. Написано, что она работает только до 11 часов. Не знаю, с чем это связано. То ли у них упал поток покупателей, то ли это связано с мерами, которые вел Собянин. В общем, мы не знаем, но мы знаем точно, что в Можайске есть Дикси, и он работает, этот магазин, 24 часа. Поэтому не будем терять время и сразу поедем на дачу, там купим хлеб и все купим там. Конечно, ассортимент в нашей пятерочке тут намного лучше, а мы хотели купить что-то готовое. Не знаю, что будет в Дикси, но, по крайней мере, хлеб там, я думаю, мы возьмем точно и что-нибудь уж найдем. На улице у нас минус 10, потихоньку теплеет. Обещали. Да. Посмотрим, сколько у нас осталось топлива. Но вообще ты же много залил, нет? Да, много. Да, поэтому должно остаться еще. А Маша завтра консультация, как мы и говорили. Подъехали сейчас вот к карусели. Вообще там написано, что они работают 24 часа в сутки. Сейчас посмотрим. Что тут написано? А, пикник до 10, да, карусель вот 24 часа. Сейчас пойдем посмотрим. Работает. Что ты взял за рулем? Да. Так. Какая-то музыка. Бич-пакетов набрали. И этих, и рыбки в томатном соусе. Ой. Так, ну что, нам надо заморозку найти, да хлебушек. Вот соусы не хочешь никакие? А у нас же есть соус, конечно. Угу. Ты знаешь, какой выбор хороший, да? Много. Да. Выбор неплохой. Так, ну что, нам нужна заморозка, вон там вижу. Я еду возьму автомат. Какой хочешь? Махмат можно взять. 200 рублей. Хотя палец. Маша не любит. Маша любит Липтон, но у нее там свой вроде. Ну есть, возьму автомат. Ну тот возьми тогда. Ну это куриный, да? Копчено-вареный, нежный, не знаю, Ну, чего. куриный, наверное, да. Я думаю, куриный какой еще. Да. Мясо куриное. Ну. Возьми. Смотри, вон, какая колбаса странная. Ух ты. Можно сейчас? Взяли яйца. Вот смотри, смешно вот это вот. Глянь. Тут украли. Нет, вот это посмотри. Палка. Хрена себе. Ну, да. Одну. Одну что ли взял? Стоедова, может. Вот шницель. Хлебушек. Еще вот я взяла Липтон. Все надо. А вот это, кстати, мне кажется, вкусно. Зато любого с маком, нет? Вот это? Да. Бабушка же брала. Ну, как тесто странное такое.
Мне не очень понравилось. Ну так, ничего. Ням-н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 ям. Какие вкусные ням-нямальки. Ням-няшечки. 20-е. Точно. Ням-няшечки. Вот это Маша, это мне. Ням-нюлечки. На кассу. Ням-ням-няшки, ням-нямочки. Ням-нулечки. Пошли это. Все, выезжаем. Закупились в карусели. Кстати, оказывается, карусель — это одна сеть с перекрестком. Потому что у нас спросили, есть ли у нас карта карусели. Карты карусели у нас не было. Они тогда спросили, есть ли у нас карта перекрестка. И пробили ее. Так что, а мы не знали об этом. Вот, нашли мы магазин. Накупили всяких вкусняшек. Мчимся на дачу. Друзья, смотрите, мы доехали почти. Смотрите, тут кто-то бегает, собаки какие-то. Ага. Так, в общем, мы почти доехали. И дамы и господа, наш лайнер приземляется на дачном участке. так, ладно. И представляете, здесь вообще вот сейчас минус 20 показывало. Выезжали в минус 10, приехали в минус 20. Дубачина. А ты что подумал, волки Да? по дорогам бегают? Ну, хотя, говорят, в Подмосковье где-то там между Дорохово, нет, где-то там выходили волки к людям. Сейчас ночь, время-то уже без 22. Поэтому всякое, конечно, может быть. Ворота чуть примерзли, Сережа их толкал сейчас туда-сюда. Слегка. Куда-то пошел. Вот, смотрите, минус 25. Минус 20,5 градусов. Это вообще... Ну нет, сейчас уже все нормально работают ворота. Вот Сережа их подтолкнул один раз. И нормально. Ну что там было? Ролики замерзли. Ролики? Угу. Ну, что, минус 20 мы не пользуемся же. Открываем их. Они подмерзли чуть-чуть. Ну сейчас нормально, смотри, да, ты Да, туда-сюда. разработали. Я сдернул. Подмерзли. Что там, топливо нормально? Слушай, нифига не видно, надо фонарик взять. Не видать. Понятно. Так, на площадку много снега не насыпало. Не, Хорошо. не насыпал, да. Так, дома хорошо, тепло. Вот, кстати, мы пакеты не покупаем. Вот в такую сумку мы обычно продукты складываем, когда едем в магазин. Но иногда забываем, тогда приходится покупать пакеты. А так, вот эта вот сумка зеленая, это с продуктами. А это просто то, что мы привезли. Где мой ноутбук? А вот он. Рич обрадовался. Вик, Так, ладно, раздевайся, Маш, я тоже сейчас буду раздеваться. Пойдем. Я вот очень приехала. Ну а что, на улице минус 20,5. Сейчас таять начнут. Нет, нет, туда вон. Вот, где у нас... На площадочку, да, мам? Куда? Да, на площадочку ставь.
Так мы дома, у нас очень тепло, хорошо. В общем, помыли продукты. Маша будет есть лазанью, а я вот взяла вот такое. Я, кстати, люблю пюрешку. И Ложку покажешь сначала. вот ложка. Как называется? MacBook, нет? Макпан. Ну, это когда едят. Ну вот ты сейчас будешь готовить, ты есть. Биг ланч, в общем. Сейчас делаем тест. Высыпаем пюрешку. А что написано на упаковке? Это просто сухое пюре с кусочками кого-то. Кого-то? А это сверху надо будет положить какие-то мясо-растительные консервы, вот так подогреть, потом высыпать. Консервы? Да, давай пойдем туда. Тушенка, да? Заливаем. Написано залить. И ждать, да? Да, 3 сантиметра до края. А как я должна высчитать это? Ну вот так, я думаю, все, мам, все. Так, и написано пакетик, вот так закрыть. Пакетик положить сверху. Да, я ела такие. А зачем сверху? А если не сверху положишь, Чтобы чего? они согрелись чуть-чуть. Ну, а потом через 3 минуты добавить этот пакетик туда. Вот это, конечно, нямка-нямка. Я обожаю такие корзиночки. Маша любит... Покажи, какие я пончики люблю. Ну, Маша любит шоколадные пончики, это все ясно. А я обожаю обязательно корзиночки с фруктами. Не с кремом. Ну, с кремом тоже, конечно, хорошо, но больше всего люблю с фруктами. Вот тут у нас виноград, киви, вишенка и персик, что ли. О, вкуснятина вообще. Так, Сережа компьютер достал. Все у нас замечательно, Мам, твой шикарно. чай, твой чай. А Маша чаек, да, налила. Я всем чай делаю. Очень тепло, хорошо. Втором даже вообще Ташкент. Я батарею там перекрыл почти у всех. Зачем? Очень жарко. Плюс 26 градусов. Сейчас будет очень холодно, Я да? чувствую, что меньше газа. Газу. Ладно, так что мои цветочки? Ой, я не помню, я положила. Ну, цветочки надо полить прямо сейчас. Прямо сейчас. Вот это особенно. Потому что... Мама, где маленький цветок, что я оставила дома, он же потом все кто будет поливать. Маш, вот он. Вот такое вот у нас получилось. Да, вот такая пюрешка. Сейчас я еще туда добавлю этот пакетик. Вот этот. А что там написано? Мясо, растительные консервы. Секундочку, а это что, откуда? Это я положил на стол. Ну что там? Это мои вкусняшки. Но я разрешаю их пробовать А другим. что это? Ну, конфеты там. Каркунов лежит и еще какая-то шоколадка. Мгм. Я их чаю принесла. Так, вот такие кусочки здесь. Ладно, я тебе скажу, когда ты поешь. Что? Не надо мне ничего говорить, Маш, понятно? Не, это неплохое. Это неплохое. Неплохое. Это не то, что думаешь. Неплохое. Вот моя лазанья. Я, правда, еще не знаю, она Попробуй, готова или нет. Да, и рулетик. Покажи, по какой рулетик мы взяли. Я сейчас тоже хочу кусочек. Рулет. Нежный, копчено-вареный. Ремит, потому что вкусно. Какой лимит? Ремит, потому что вкусно. Даже он сейчас активизировался. Походу реально вкусно. Ага. Ну все, вот моя пюрешка. Все, Приятного аппетита. спасибо. Ричи не может съесть этот кусок. Он глотать его хочет. Он его не может поднять. Да, кусок лежит и все. Тям-ням, вкусно? Рич, вкусно? Ну что, вкусно? Угу. Очень вкусно. На что похоже на ветчину? Ремит очень вкусно. У нас уже ночь, и мы идем спать. Так что увидимся с вами завтра. Ну, для вас пройдет совсем немного времени, а мы... У нас сегодня следующий день. Сегодня у нас четверг. Мы на даче. Переночевали, выспались. Вот. Теперь гуляем. Вернее, я гуляю, встречу. Снег пошел. На улице минус 10. Обещали потепление.
Чё-то пока не видать никакого потепления. Всем приветик, приветик. Я с вами сегодня еще не здоровалась, у нас уже стемнело. У Маши прошла консультация. Сейчас она придет, расскажет. Вот цветочек, видите, я ж вчера его полила, а воды уже нет. Видимо, все-таки ему вот так может перевернуть его. С этой стороны, смотрите, какой он хороший. А с той стороны, вот он пообсыпался. Я думаю, это из-за батареи. Тепло поднимается, может как-то ему не так. Этот вроде более-менее ничего. Ну ладно, понаблюдаю сейчас за цветком, потому что вот так, конечно, он вообще шикарно выглядит с этой стороны. Может, еще надо. Маш, открой, пожалуйста, мне. Ой, открой, я еще чуть-чуть полью. Смотри, Машка, с этой стороны-то как красиво. Да? А с этой стороны, посмотри, какой он голый. Можешь сюда налить? Видишь, листья отваливаются. Сухо ему. Сухо. Видимо, от батареи все-таки это. Надо воды сюда налить еще. Будем это. Сейчас надо листья все эти пособирать. Вот. Видите, они сухие. Листья сухие. Значит, это получается, что надо его полить. Полить получше. Он, видимо, чуть-чуть у нас подсох. Ну, сейчас Маша сделает, потому что я говорю, вот, а с этой шикарно. Это он у меня, получается, осыпается со стороны, вот, все-таки где от батареи. От батареи тепло. Я-то думала, чтобы холодно ему от окна не было. Но нет, он осыпается, где тепло. Полей, ну, не очень много, потому что иначе выльется. Во-во-во, это может вылиться. Все, поставь. Я буду смотреть, как он будет подсыхать чуть-чуть. Я буду наливать. Ой-ой-ой, Маш, салфетку не надо? Салфетку, быстрее салфеточку неси. Ай-яй-яй, Маш, скорее. Поставь там салфетку и пускай туда, потому что он может подтекать. Вторую поставь салфетку, да и все. Так, ладно, все. Полили. Сейчас я вот это выкину. Так, ладно, Машунь, что там? Рассказывай, сегодня было-то у вас. Да ничего, все нормально. Просто сначала... Ну, просто сначала задавали вопросы студенты, а он отвечал на них. А потом он рассказывал про историю России. Он или она? Он. Понятно. Мужчина. Про какие вопросы? Историю России конца 20 века. А вначале задавали вопросы про кого? Задавали, значит, всякие провокационные вопросы. Как вы относитесь к Навальному? Будет ли революция в России? Стоит ли нам отдать Курильские острова? Японии, Ну и как он, такое? что он сказал про Навального? Про Навального он, по-моему, не решил вообще не отвечать. Кстати, у нас там некоторые студенты, ты когда заходишь, если не по ссылке проходишь, то есть те, кто скинул ссылку, ты по ней заходишь, так многие делают, староста, например, кидает ссылку, все остальные заходят. Там ты вбиваешь сам имя, и некоторые ребята ввели Алексей Навальный и Владимир Путин. И историк, когда увидел, он такой: о, я рад, что Навальный изучает историю. И Путин тоже, да? Да. Понятно, хорошо, но он вообще, как ты поняла, он, ну, за революционные настроения или против? Он сказал, что он вообще против революции, но он сказал, что это неизбежно. Вот, и в истории всегда были революции. Не, ну понятно, не сейчас же не А вообще он неизбежно. против революций. Угу. Вот Он не в данный же момент говорит, что это неизбежно, а что в истории вообще ну это да, неизбежно. что в истории неизбежно, что всегда происходило и в разные века это. Вот, про Курильские острова он сказал, что в принципе, как бы эти острова можно было бы отдать, но проблема в том, что тогда все захотят себе отхапать часть и вообще всю Россию раздробить на разные части, потому что все захотят себе. Поэтому ни в коем случае не стоит отдавать. Ну правильно, потому что будет создаться прецедент, Да. и решат, что можно. Если им отдали, почему не отдать там нам еще что-то, еще Да, что-то, кто-то еще что-то. попросит. Ну правильно. Поэтому Ясно. ни в коем случае нельзя. Но вообще как бы он не поддерживает революционные настроения Ну, да, и он считает, против что революции. государство само разберется, как править. Что народ не должен влезать в этот процесс. Я не знаю, он просто сказал, что ему не нравится революция, он против революции. Не сказал, что как он считает, что правительство, народ. Просто. Ясно. Ну что, готова ты завтра сдавать-то? Да. Да, ну. Google в помощь. Да. Мне уже поставили 4 по техническому анализу. Ну, в личном кабинете в оценках. То есть это уже за семестр. Ну да, уже в итог. То есть по физике 4, по математическому анализу 4.
там зачеты по каким-то, которые мы сдавали. Да, до все Нового остальные года, а зачеты. остальное еще будет. У тебя остался экзамен по истории. Да, потом алгебра и геометрия, это один вместе предмет. И потом еще информатика. Понятно. Так, а еще хотела сказать, что я говорила, что я не могла записаться. Ну, у нас с Сережей мы не могли записаться на прививку. На вакцинацию. На вакцинацию, да. Вот, так, во-первых, спасибо, там нам написали, что есть телефоны, но по которым можно записаться, не обязательно на сайте госуслуг. Мы это все знали, но спасибо, что вы написали. Я не хотела записываться по телефону, потому что вот у меня мама тоже не могла записаться, и она записывалась не на госуслугах, и ей предложили очень дату далекую от сегодняшнего дня, аж 31-го. А она записывалась еще, когда приехала... Да, 28-го она записывалась еще, когда приехала с дачи после Нового года. То есть там получается, что очень много времени до прививки должно было пройти. Вот. А на госуслугах, просто мы же смотрели до этого, и до этого там можно было записаться почти на следующий там день. То есть гораздо ближе были записи. Именно поэтому я хотела записаться на госуслугах. И вот 2 дня И выбрасывала. время удобнее, чем когда спрашиваете, а у вас свободно в это время? Да, ну, в общем, бабушки вообще предложили вот там 2 времени в один день, и все, и через 3 недели или сколько там. То есть выбора не шибко. А нам-то с Сережей мы хотим вместе еще записаться. Нам важно, чтобы, ехать уже сразу. Зачем нам ехать 1 день, 2? Так, а на госуслугах можно посмотреть, какие время свободно, и прям одновременно записаться на 2 времени, которые идут друг за другом. Вот, так что спасибо, конечно, что вы написали про телефоны, за эту информацию, но мы записались уже на сайте госуслуг. В общем, у них 2 дня вылетало что-то, но это было чисто видно технические сбои. И потом вот Сережа пришел, говорит, смотри, все работает. Можно было записаться даже сразу на следующий день. Вот, на следующий день мы не записались, тем более мы сейчас на дачу уезжаем. Записались в 1 день, выбрали дату, и у нас записи через 8 минут. То есть у Сережи, да, и потом сразу моя. Поедем вместе. Так что все у нас записаны. Кроме Дани. Кроме Дани. Ну, да, я говорила. Ему нельзя. Ну, это тот, кто не смотрел. Вдруг не смотрел какое-то видео, не знаю. Да, Даня, его пока нельзя. Не знаю, может, потом прививку придумают для детей, пока об этом молчат. Я читала, что проводят испытания уже с детьми. Ну, ясно. Но пока ничего же нам не говорят, что можно. Ну, да. Запись не открывается, так что все, записались. Прививку делать будем. Все, вот такие у нас новости, дела. Ну что, прощаться на сегодня уже? Сколько там получилось? Почему? Что-то интересное еще случится. Да? Ну ладно, давайте еще посмотрим. Маша пьет чай. Вот, у нее остался 2 пончик. Я тоже пью чай. Съела свой один этот пирожное, которое вчера было. И, в общем, вот так пока проводим время. В общем, с Машей готовим. Вот картошечка у нас. И Маша будет делать крабовый салат. Вот она чистит яйца. Здесь крабовые палочки разморозила. Правда, у нас нет огурца свежего. Но мы будем делать просто кукуруза, яйцо и крабовые палочки. Вот, а еще мы не можем пользоваться этой раковиной. В общем, что случилось? Я когда чистила картошку, вода как-то так прибавляется в раковине. В общем, вода замерзла. Ну, не вода замерзла, а у нас так идет вниз и под наклоном труба туда, выход трубы в сливную яму. И вот там у нас уже были проблемы с трубами. Они что-то там как-то... Что там случилось, Сереж? Чего? Изгиб там получился. И что? Что? Изгиб. Ну все. Что не сделаешь теперь? Ну, изгиб получился, и что там, вода замерзла? Что-то замерзло, не пускать. Ну, в общем, не знаю, когда было минус 25, мы вот сейчас уехали. Как раз же было минус 25, минус 20, мы уехали на 3 дня. Приехали вчера, вроде пользовались, все нормально, но нет. В общем, пришлось нам тазиком вот воду выносить. У нас в туалете есть вода, там все нормально, но тут я не знаю. Надо ждать, когда то ли растает, то ли что там вообще случилось с трубами, надо смотреть. Так что так.
Мам, М. это потому что я поздно сделала, да? Почему поздно? Поздно залила холодной водой. Какой Я буду холод. годами за это самое чистить. А ты что, ледяной водой ты не залила яйца? Залила поздно. Ну, не знаю. А буду теперь годами чистить. Так ты тресни яйцо-то. Я треснула, мама, она очень нежная. Маша вроде залила яйца холодной водой, когда приготовила. Поздно. Но что-то они у нее плохо чистятся. Ладно, сейчас, может, Ну, у меня помогу. ей. отдирается с яйцом. Вот такой салат я сделала. Тут, значит, крабовые палочки, кукуруза, яйцо. Ну, точнее, 4 яйца. Упаковка крабовых палочек и баночка кукурузы. Почти все. Пачка майонеза. Ну, и майонез будет. Тут у нас вот картошка. Какой рулет, мам? Ну, я бы думала, еще вот рулет, может, что это? Вот это что такое? Это бахру. Мам, ты переверни, я ничего не вижу, что задом наперед показываешь, что написано. Да нет, я имею в виду, что вот так. Что можно было прочитать, что это. Бахрушин. Бахрушин. История качества. Бахрушин. Будешь такую? Не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Майонез, С вот чем вот будешь что нам картошку? нужно. Майонез. Майонез. Что? А вот это, знакомьтесь, воры. Открываешь, точнее жмоты. А тут вот пусто, ничего нету. Так ты еще покажи. Смотри, вот сейчас покажем вот так упаковку, да? Она кажется толстой. я такой, показала, смотри, да. какой толстый кажется, Да. да? Больше, чем палец. А теперь смотрите. Вот это если вынуть. Покажи, может, с той стороны. Вот такие шоколадочки. Сколько пустых мест. Да. А наверху, кажется, большие. Так еще и тут вот. Жмоты на одну меньше положили. Какую-то картинку тут вставили, корабль. Хотя здесь не шоколад. Шоколад-то вот, но он... Ну не да, очень большой. маленький. Что это такое? Жмоты. Папа чистит. Вот. Чё, вот. Чистит. Показываю. Нифига себе сугроб какой. Он же выше нашей машины уже. Какой сугроб? Ну вот за машиной. Ты показывай? Видно, видно, мой. Ты в то окно иди сними. Вот этот сугроб. Занавеску, мам, держи за мной, чтобы свет не отсвечивал. Такой вот сугроб. А вот папа. Так, решил спортом заняться, ладно. Так, мы сейчас будем кушать. Давай уже, наверное, прощаться, потому что ничего. Нет, сначала иду показать. Рича, привет, привет, хороший. Ой, Рич, больно на ноготь мне наступил, на палец. Вот такая вот у нас еда. Няма-няма. Это у нас был какой-то такой окорок. То, что мяско нарезано. Да, вот это вот у мамы. Вкусный, очень вкусный. Как это называется? Окорок какой-то и очень вкусный. Я попробовала. Просто бомбически. Вот. Ну что, в общем, мы чайник еще поставили. Папа с нами есть пока не захотел. Пошел делать упражнения физические в виде уборки снега. Вот. А мы с вами на сегодня тогда прощаемся. Получается, что вчерашний, сегодняшний день будет в одном влоге. Так что всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. И до встречи на нашем канале Сережа Женя Лайф завтра. Пока-пока.